Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Уважаемые зрители, этим обзором мы открываем новую рубрику канала «Музейные ценности госзнака». А именно, давайте сегодня рассмотрим с вами неосуществленные проекты монет и банкнот, которые должен видеть каждый. Открывает наш обзор промежуточный вариант эскизного проекта лицевой и оборотной стороны государственного кредитного билета нового образца достоинством 10 рублей. На ваших экранах эскизный проект настольной медали в память 50-летия основания Санкт-Петербургского университета, утвержденный министром народного просвещения графом Дмитрием Андреевичем Толстым. А вот и сам граф Дмитрий Андреевич Толстой. Граф Толстой – русский государственный деятель и историк, обер-прокурор Святейшего правительствующего синода, министр народного просвещения, министр внутренних дел и шеф жандармов. Также член Государственного совета, сенатор. При Александре II был известен как энергичный реформатор, а при Александре III – как проводник политики контрреформ. Перед вами также неосуществленный эскизный проект лицевой стороны государственного кредитного билета номиналом 25 рублей. Продолжает обзор эскизный проект монеты номиналом 1 рубль, предложенный для Советской России швейцарской фирмы. Друзья, в 1926 году на госзнаке был создан эскизный проект лицевой стороны государственного казначейского билета СССР номиналом 5 рублей. Перед вами также неосуществленный эскизный проект облигации государственного займа 4-го завершающего года пятилетки, утвержденный Народным комиссаром финансов СССР Гринько. Уважаемые зрители, вот так вот выглядел также неутвержденный эскиз проект монеты достоинством 10 копеек 1953 года. Перед вами эскизный проект памятной монеты, посвященной 50-летию Октябрьской революции. 1977 год также не остался в стороне, и на госзнаке был создан эскизный проект памятной монеты номиналом 1 рубль, посвященной 60-летию Октябрьской революции. На ваших экранах эскизный проект билета Государственного банка СССР номиналом 30 рублей. Перед вами эскизный проект лицевой стороны государственного казначейского билета СССР, утвержденный с внесенными изменениями председателем Совета народных комиссаров СССР Молотовым. Уважаемые зрители, перед вами печатный проект облигаций государственного военного займа 1942 года, утвержденный Наркомом финансов СССР Зверевым для 500-рублевой облигации. Именно так мог выглядеть массовый тираж первого советского памятного рубля 20 лет Победы. Но в итоге аверс преобразился, а с реверса исчезли и профиль Ленина, и салют над Спасской башней Московского Кремля. Вместо этого небольшой фрагмент с изображением воина-освободителя из берлинского Трептов-парка стал единственным героем композиции теперь уже привычного нам реверса. Продолжает наш обзор эскизный проект билета Государственного банка СССР номиналом 500 рублей 1989 года.
И завершает наш обзор подборка монет, посвященная 60-летию монетной системы СССР, которую хотели выпустить в виде памятных монет номиналом в 1 рубль. Но, как водится, что-то не срослось, и от данной затеи решили отказаться. Все бы ничего, но на тот момент художниками Госзнака уже были созданы эскизы этих монет. Они-то и сохранились в экспозиции Музея истории денег. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодилась эта информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.